Да, я хочу потрогать. Дамы и господа, приветствую, с вами Сэр Холмс. Продолжаю проходить Morrowind Tamriel Rebuild. Я нахожусь в скрытой части, в тайной части гильдии магов Старого Эбенгарда. И здесь нам нужно пройти множество комнат. И в каждой из комнат, похоже, нужно найти ключ. Эта комната называется аквариум. Ну, в общем-то, аквариум выглядит действительно впечатляюще. С дрёгом и рыбой-убийцей. Вот, вероятно, придется туда залезть, но я бы хотел сначала посмотреть, что тут вообще у нас. Разделочный крюк, ножницы, жемчуга. Препарация рыбы производилась тут, да? Они, видимо, ее изучали. А это столовая, да? Скребятина. Что тут у нас? Быстрое плавание, кстати. Алиев. Не знаю, как это читается даже. Море. Впервые вижу такие напитки. Вы знаете, что это? Откуда это? Чьи такие напитки? Это пшеница. Мне надо насобирать себе таких ингредиентов восстановления запаса сил, чтобы варить зелья периодически. В изматывающих длительных пеших переходах помогает вообще порой. Какие интересные тут представители водной фауны. Дыхание под водой. А вот это я возьму, пожалуй. Жучий мускус, да? Вот сушеная рыба-убийца. Листья сията. Сушеной рыбы заточим, почему бы не пообедать. Таинственная ванна. Она тоже ведет в аквариум. Уж не в этот ли прям-таки? Соленый рис. Это я, пожалуй, тоже соберу, почему бы нет? Тут тоже интересные у нас ингредиенты, да? Пыльца. Пыльца чего? Капюшон монаха. Монксхуд. Монксхуд. Утренняя слава. Слушайте, мне просто нравится залипать в эти ингредиенты непонятные. Вообще я пока не очень понимаю, чего, куда. Подожди, они достали жемчуг из рыбы, что ли? Ну, удивительно. Возможно, я пропустил письмо. А, да, я пропустил письмо. Тут до меня кто-то был, и этот кто-то оставил заметки. Кто сюда засунул Дрёга? Мне нужно найти зелье дыхания под водой. Там одно есть как раз. Я, конечно, и без него могу. Но раз уж его здесь поставили, почему бы и нет? Лучше обнажу оружие сначала. Да, не зря. Ага, вот оно как.
Время для зелья пришло. Ну, я понимаю, что я сейчас нарушаю свой принцип. Условность, когда я... Ну, это, наверное, ведет обратно. Сбрасываю все лишнее перед нырянием, но... Здесь я решил не рисковать. Ну и разве ж знал я, что... Ванна телепортирует меня сюда. А, вот и ключ, да? Угу. Ключ полулабиринта. Ну, будем думать, что я хожу просто перегруженный по дну. Даже второе зелье тратить не пришлось. Так, ну это было занимательно. Даже жемчуга пособирать удалось. Не теряю никогда такой возможности. Окей, Half Maze. Где это у нас? Здесь. Вот, вся эта тайная часть гильдии магов, похоже, была сделана для испытаний. Так, такие еще зелья. Не вижу большого смысла пока. Для испытаний членов гильдии. Этих я уже достаточно набрал камней душ. Действительно лабиринт. Как будто... Так. Флин я, конечно, возьму. Интересно вообще. Местечко организовано, как будто. Чтобы посидеть, набраться смелости перед... прохождением лабиринта. Ну, пока что вроде бы ничего сложного. Морозные соли. Это все полезно. Так, Коркбульба у меня 8.1. Формуляр алхимика. Так, рецепты хиллера. Рецепты путешественника. Левитация. Невидимость. Огненный щит. Укрепление силы. Так. Очень интересно. Дыхание под водой. Ну, я, в принципе, знаю, с чего оно делается. Левитация мне не нужна. Перышко. Такое. Ну-ка. Восстановление маны. Коммуника. Морозная соль. Коммуника, кстати, горькая пишут. Делают вино, да, из нее. Другие рецепты не подсказывают. Ну, еще соли пустоты. Из, ну, более-менее распространенных ингредиентов. Сердца Даэдры, наверное, даже менее распространены. Ну, хотя, не знаю. Так, лечение заболеваний. Могильная пыль. Зеленый лишайник. Кто бы мог подумать, да? Восстановление запаса сил много чего. Восстановление здоровья. Ну, довольно тоже много ингредиентов. Маршмеллоу. Пшеница. Каркбульб. Мой любимый соленый рис. Соленый рис? Соленый рис. Хороший ингредиент, соленый рис. Так, что тут? Мистицизм. Свиток адского огня. Возьму. У меня довольно много их, я даже лишние выложил. Происхождение гильдии магов. Но на продажу всегда можно, они.
легкие. О, вот это много текста. Так. Нафалиларгус. И записка. Весь этот лабиринт очень узкий, такой спотыкающий, наверное. У меня от него клаустрофобия. По крайней мере, здесь я знаю, чего нужно избегать. Трогание красного дракона. Меня предупредили, что это ужасная ловушка. Пойду назад и возьму несколько зелий и свитков на пути отсюда. Но я же не нашел ключа. Так, ну раз это ловушка, я, конечно же, ее испытаю, но перед этим надо бафнуться, конечно же. Чем я могу бафнуться? Этим лучше не надо. Сопротивление параличу и обычному оружию тут вряд ли поможет. Так. Убежище против... Да, на мне, кстати, не тот амулет надет. Укрепить здоровье и выносливость, либо убежище. Вот, кстати, ребят, кто разбирается? Убежище на 25 единиц, это ведь вроде как поглощение урона, да? 25 урона. То есть это каждый удар. Ну, вообще, любое какое-то повреждение, из него 25 единиц вычитается, да? То есть я на 25 хп меньше трачу при каждом попадании по мне. Это, наверное, полезнее даже, чем вот это вот. Крепление выносливости. Надену пока это. Вот этот шлем, наверное, будет тут сподручней, мало ли тоже. Так. Ну, у меня еще есть пояс мой великий. А, еще вот колечко. Укрепляет немного. Так, давай кольцо сначала, потом пояс. Так, может быть еще что-то здесь. Тут у меня больше восстанавливающих только. Восстанавливающих, простите. Ну, можно, кстати, опять же пахнуть чего-нибудь. Вот, например. Да, это, скорее всего, магическая ловушка, поэтому силу воли укрепить лишним не будет. Вот, сирдильский бренди даже лучше тут подойдет к нему. Да, я хочу потрогать. Так, качающийся звук позади ты услышал? А, булава. И чё? Это все? Трогаешь в надежде, что ничего не произойдет.
Оно по очереди, то текст, после которого Дримора появился, то текст. Когда ничего не случается. Вот, но тем не менее. Ключа я здесь не нашел. Возможно, я пропустил какой-то проход. Надо пройти все заново. Внимательно. Возможно, какая-то из стен фальшивая. Разработчики мода еще любят за всякими гобеленами прятать проходы. Тоже нужно обращать внимание. Я так просто выхожу наружу. Вот, ну, я, конечно, в любой момент могу просто отмычками вскрыть все проходы. Тут, кстати, 2 выхода. Через который я пришел, и вот еще один. Надо его нащупать. Вот, могу отмычками вскрывать все эти двери, но также неинтересно. Это же легкий путь, и с разработчиками так не задумывалось. Ну, как бы задумывалось, наверное, но я упускаю самое интересное. Ну, опять же, точнее, не задумывалась ими, а они учитывали, что игрок так может сделать. Я даже пропустил. О. А эту штуку взять нельзя. А, нет, можно. Почему-то у нее нет веса. Не ставь рядом со свитками. Но она какая-то, знаете, как будто особенная. Дайте-ка я возьму ее все-таки. Ну что, еще раз пробуем. А, подожди, по-моему, меняется все. Да, вот, открывается другой проход. Rolling sound. Звук чего-то катящегося. Не, свиток. Свиток полубарьера. А вот и ключ. Так, от чего? Стадии. Стадия это какая-то учебная комната, комната для учебы, я так понимаю. Я уже, конечно, забыл тут, где что находится, потому что атлетику прокачал. Изучение этой тайной части гильдии магов у меня происходит в 2 разных сессиях записи. Так, а обычно сколько восстанавливает? 50 хп. Давай,
как раз. Все равно много очень у меня зелий и свитков по восстановлению здоровья. Да черт. Ловушка. Огонь. Блин, больно. Ну надо же. Какая ловушища. Ауч, осторожней здесь. Я нашла несколько зелий восстановления здоровья. Мне нужно найти защитный свиток или что-то вроде этого. Иначе я не пройду. Или может зелье левитации. В этой комнате слишком много ловушек. Мне нужны зелья покрепче. Если я хочу их все пройти. Я вернусь позже. Но почему они так много ловушек сюда поставили? Они хотят что-то спрятать? Или это просто магия этого проклятого места? Я еще слышу призрака какого-то. Так, что можно бахнуть? Интеллект, магия. Так, вот сила воли. Сила воли. Силу нет смысла бафать. Можно Гою выпить. Ну, левитация, да, наверное. Ловушки, говорите. Я же все равно хочу все тут пошупать на продажу. Вот, я, кстати, могу и сам применить. Божественное вмешательство. Вот, кстати, мне лишним не будет парочку с собой таскать, потому что он, скорее всего, будет меня телепортировать в старый Венгард. О, драгоценности какие. Минералы Моровинда. Еще книги. Тут бы не помешало на самом деле какое-нибудь обнаружение ловушек. Но в Моровинде, по-моему, в свитках вообще такого нет. Есть только обнаружение зачарования. Но это, по-моему, другое. Черт. От холода, да? Похоже, реально надо. Артефакты там рели. А, вот интересно, кстати. Артефакты. Сколько артефактов? Возьму-ка я это. Лучше постоянно пребывать в левитации, похоже.
Для чего вообще нужно зелье тишины? Это же тупо. Вот хорошие свитки. Мне, наверное, надо будет оставить по одному свитку такой вот элементарной вспышки для каждой стихии. Кучу с собой не таскать. Дорогие книги тут у вас. Воды Обливиона. Призрак за дверью, да, похоже, там. Легионы мертвых. Ничего не стоит вообще. Песня о Тайбере. Черт. Где там это? У меня же где-то был резист от холода. Невидимость. Нет, похоже, нету. Ух ты, метаморфозы. Вот это книжище. Элементы. Дай-ка тоже возьму. О, исследование о дрелгах. Так, ну что? $200 хп восстанавливает. А если... Вот лучше, наверное, свитком воспользуюсь. Правда, потихоньку очень восстанавливает. Так, тут ловушка. Блин, тут еще проходы. А вы что, не будете нападать? Ребят. Духи предков. А может быть, это духи тех, кто тут застрял, не смог пройти испытание. О, обнаружить зачарование. Вот это, кстати, может помочь. Давайте попробуем сразу. Так, только как оно? Mage's Eye. Ну, что-то не вижу ловушек. Может быть, их нет? Что это? Ликоа. И штаны кто-то сюда запихнул.
Ох, сейчас огребу опять. Тут вроде не было ловушек, если... Ого, чей-то череп огромный подвешен тут. Вообще, смотрите, какая коллекция черепов. Так, еще раз. На 10 секунд всего. А, вон она на карте показывается. В середине где-то... Ну, отсюда я пришел. То есть вот тут где-то в углу. Может, это она вот так на свиток мне показывает? Мне кажется, скорее так это должно работать. То есть ловушки магические она мне не покажет, скорее всего. Вот, давай даже тут побегаю. Да, тут, похоже, черепа всех рас собраны. Ну и всяких коров. О, замерки Аркибальда по телекинезу. Так, окей, что пишет Аркибальд? Ой, я выучил заклинание телекинеза отсюда. Ой, блин, ладно, сейчас давайте потраченный перевод немного. Так, любая восходящая мистика захочет управлять искусством телекинеза скоро довольно. Это довольно легкое заклинание, чтобы выучить. Требует немного совсем маны, чтобы скастовать. Эффект иногда ошибочен, как часть школы изменения. Возможно, из-за путаницы в окружении мистицизма. Чтобы понять, почему это не изменение, отметьте, что объект манипулируем вами, но не изменяется он. Это общее знание, что телекинез позволяет двигать объекты в определенном расстоянии. Если у вас есть недостаток дистанции, раздражающий новичков, из-за бедных зелий, свитков и заклинаний и в циркуляции. В то время как хороший совет для всех форм магии, первый шаг — делать пользу и из этого эффекта — это варить свое собственное зелье, зачаровать свой собственный свиток и развить свои собственные заклинания. Тот, кто игнорирует этот совет, должен держать в уме относительные силы каждого магического источника. Популярный свиток мистического пальца Инаси имеет величайшую потенциальную дистанцию, хотя также и величайшее разнообразие, делая его не намного лучше, чем порция, чем зелье, в конце концов. Ну, или даже худшее зелье. А торговцы заклинаниями что-то там пытаются продать или имеют тенденцию продавать комбинации с адекватной дистанцией, ища сохранение сложности управления для даже более туповатых магов. Избегайте зелий, когда это возможно. Вам лучше пройти несколько шагов вперед. Длительность менее важна. В большинстве случаев есть только один объект или контейнер, который нужно достичь. 15 или 20 секунд вполне достаточно, чтобы обнаружить свою цель и потянуть ее к себе, либо сманипулировать так, как вы хотите. Так, чтобы использовать базовые заклинания телекинеза, начните фокусироваться на магической энергии в ваших руках. Текст продолжается на несколько страниц детальных описаний техники колдования. Есть также
наверное, таблицы, скажем так, которые сравнивают скорость и дистанцию и различные вычисления в конце. Ну, хорошо, я выучил телекинез из этого, это главное. Да, и похоже, где-то надо его уже использовать. Так, ну-ка. Мистицизм. Насколько там? 25 футов. Опять я застрял. Отлично. Они напали на меня! Черт возьми! Подожди, дай-ка я им туда, знаете что? Зря, что ли, я собираю... Что вы наделали со мной? Проклятие призрака. Надолго? Ладно. Жрите! В смысле? Ну давайте по старинке тогда. Уж если они не восприимчивы к огню, к остальным стихиям, я думаю, тоже. Последняя стрела, как знал. Давайте попробуем. Да, сопротивляются. Да, понимаю, что не очень честно по отношению к ним, вот так вот. Ну, они же тоже на меня напали нечестно. Так, эктоплазма. Обнаружить животное. О, стрела осталась. В эктоплазме торчит. О, деодрические даже. Это, кстати, надо в коллекцию, наверное. Я вроде бы не оставлял деодрических для коллекции. Да, деодрического вооружения, да? Интересно, а если... Вот, не пройду. Так, ну и заклинание обнаружения зачарований у нас показывало еще сюда. Тут как раз свитки мы видим. Так, от чего я там ключ нашел? Я уже забыл. От коридора вроде бы. Надо посмотреть. А то если сунешься... Комната призыва. Но это все не то. Геода, зеленый дом, коридор. Вроде коридор, да? Ладно, я буду уповать на свою память. Журнал был обновлен. Что пишут? Я нашел тело Патели Синсел. Бедняга. А где? Вон. Слушайте, этот коридор, он, похоже, сужается, да, там? Вон ее скелет, ноги, да, торчат. Ну, в общем, друзья, давайте на этом закруглюсь. Вот, я чувствую, за одну серию, если это все делать, оно затянется. Там еще несколько комнат неисследованных осталось. Так что закончим в следующем эпизоде. Вот. На этом спасибо за просмотры. С вами был Сэр Холмс.
Morrowind Rebuild. И до встречи в следующем.